Недавно со мной приключилось знаменательное событие. Я наконец-то закрыл сессию. Почти, потому что мне нужно отправить в 4-й уже раз одну семинарскую работу, чтобы мне за нее зачли один семинар, и на этом моя эпопея точно закончится. Но история сегодня не об этом. История о том, что впервые за всю историю моего обучения в высших учебных заведениях, за все сессии, через которые я прошел, подавляющее количество оценок было отрицательным. Я провалился по большинству предметов в эту сессию. Чтобы понять, как я докатился до жизни такой, нужно сделать 2 шага назад и рассказать, наверное, про то, как в принципе проходит сессия, по крайней мере, в университете Палацкого в Оломouце. В конце семестра наступает так называемый започетовый тыден, она же зачетная неделя, в течение которой ты должен закрыть зачеты по тем предметам, которые ты изучал. После этого у тебя наступают экзамены. У нас в России точно так же, только если у нас обычно как-то есть предметы, на которые только зачет, и предметы, на которые только экзамен, то здесь нет. Ты должен закрыть зачет по всем предметам, а потом еще и сдать экзамен по большей части. Иногда можно закрыть зачет очень хорошо, и за это тебе зачтут экзамен. Такой полуавтомат, можно сказать. Только, есть одно ключевое отличие. Если у нас в зачетную неделю и в экзаменационную неделю, кстати, тоже, есть время, чтобы подготовиться от предмета к предмету, 2 дня, у нас обычно это было 3 дня, то здесь этого времени нет. Для меня это было подобно высадке в Нормандии, только с поправочкой на получение высшего образования. В день у меня могло быть по 3 зачета, по 3 подряд. Вообще должно было быть в один день 4, но там как-то, слава богу, разрулилось. То есть в започетовый тыден у тебя в принципе нет времени, чтобы готовиться к предметам. Ты должен был быть готов к започетовому тыдну, а тут уже, дружочек, крутись как хочешь. Когда я впервые открыл билет, я знал из него один вопрос. У меня просто большинство экзаменов было письменное, а не устное. И я смотрю так, и, соответственно, я знал ответ на один вопрос, и у меня не было ответа на второй вопрос, а когда будет пересдача. И при этом, при всем вопросы, они не такие, как у нас какие-то конкретные, например, по какой-то термин или еще что-то. Тут, соответственно, такие же вопросы тоже были. То есть опишите термин, нарисуйте схему, дайте критерий к какой-то вещи, поясните какую-то концепцию. А был ряд вопросов, который меня очень сильно удивил, и в то же время он меня очень сильно порадовал. Это были вопросы, например, какой автор выражал такую точку зрения, а в какой книге, а какой автор спорил с каким автором, а в каких терминах. А вот кто освещал, например, противопоставление палеотелевидения и неотелевидения, то есть что-то из этой оперы. Это, кстати, по-моему, Эко было. То есть тебя спрашивали не только какие-то конкретные сухие факты, но тебя еще и гоняли по списку литературы, с которым ты должен был ознакомиться в течение семестра. Ни хрена себе. Где такое видано, где такое слышно. То есть у нас, по крайней мере, такого я не встречал. Что прям дословно спрашивали авторы книги, например, или еще что-то. Кроме курса философии, но там чаще всего у тебя неотделим автор от концепции, как императив Канта. И ты такой, Кант, императив, понятно почему. Но тебя не спрашивают, а в какой книге это выявлено? По крайней мере, у меня за все сессии, через которые я прошел, во всех университетах такого не было. Для меня то, что я получил здесь, это был абсолютно новый опыт и шок в прямом и переносном смысле. Получив первый день критический урон по морали, я решил, как-то нужно переподготавливаться. Соответственно, я посмотрел, какие у меня предметы будут на следующий день, и сел просто в лоб начитывать себе конспекты, которые у меня были, как-то их корректировать. Таким способом к некоторым предметам мне удалось подготовиться лучше, я их сдал. Спойлер, не все. Например, у меня так получилось подготовиться к такому предмету, как культуральная студия, они же культурологические исследования, если перевести более-менее как-то близко к тексту. Там, мне удалось с помощью начитывания, переписывания конспекта, меньше чем за сутки, подготовиться нормально к этому предмету. И то я не знал ответа на все вопросы, но более-менее я хотя бы понимал, куда воевать, какие авторы, какие концепции. И плюс, наверное, потому что этот предмет мне был действительно интересен. Примерно так же я сдал, например, критическую теорию. То есть там я мог уже не знать каких-то концепций, то есть каких-то авторов, но я старался хоть как-то своей логикой что-то дописать, сказать, что да, я дословно не знаю, но я точно помню, что этот автор еще писал про это, и про то, и про пятое, и про десятое. И что он был в такой-то школе, конфликтовал с такими-то людьми, с такими-то он разделял взгляды. По некоторым предметам, я пролетел как фанера над Парижем, и мне назначили пересдачу. Как я уже сказал, на некоторых предметах ты мог получить зачет настолько хорошо, так хорошо написать зачетную работу, что тебе автоматом бы зачли и экзамен. Так, например, можно было по теории медиа у меня, по
теории коммуникации получить, по теории исследования. Разумеется, эти 3 предмета я завалил. Так что мне пришлось идти на пересдачу. Дают, по-моему, по 3 фокуса, по 3 попытки, на которые ты также должен записаться через сайт и прийти в обозначенное время, в обозначенную дату, собственно, пересдавать. Что удивительно, ты можешь там сам выбрать себе свободно дату, то есть тебе дается там на первый фокус там какая-то дата, на второй фокус и на третий. Например, по выскумам, а нашей теории исследований, стояла дата 3 января. Я только 2 прилетел из России, соответственно, для меня это был абсолютно не вариант, и я покрутил пальцем у виска, сказал, кто ж так делает, мы только, условно говоря, все протрезвели. Соответственно, я выбрал себе дату 17 число, потом это перенеслось из-за короны, в общем, это совершенно другая история. Соответственно, ты сам распределяешь свое время, свою нагрузку, чтобы у тебя все получилось. На это все дается целый январь. То есть тут уже, можно было продохнуть, это не такая мясорубка, как започатывает Идан. Но не по всем предметам можно было получить автоматом зачет и получить автоматом же за это экзамен. Например, по теории текста тебе нужно было и написать зачет, и потом написать экзамен. А у меня получилась такая зачет Шрёдингера, потому что она мне предложила, преподавательница, чтобы вместо зачета я написала семинарскую работу, типа 3-5 страничек на какую-то тему. Причем, что удивительно, к дате зачета я тему так и не получил, поэтому я выдумал себе сам, просто пришел, сказал, вот такая тема, он сказал, окей. И, соответственно, я пришел на экзамен, я его благополучно провалил, потому что я открыл вопросы, я охренел, потому что я ничего не понял, что от меня хотели. Вернее, я понял, но я не знал, что написать. И, соответственно, тоже пошел на пересдачу. И в итоге у меня сейчас ситуация такая, что у меня она до сих пор не зачла работу, но я пересдал экзамен. Как я готовился, кстати, к пересдачам. Получив незабываемый боевой опыт от сдачи зачетов, я понял, что свою систему подготовки нужно как-то видоизменять. Так как я не являюсь гением учебы, у меня нет фотографической памяти, я понял, что выбор у меня только один, и выбор этот механический. Метод состоял в том, чтобы составить наиболее идеальный конспект для того, чтобы его начитать. Разумеется, для этого нужно иметь какие-то изначальные материалы, что у меня было, потому что я посещал лекцию, у меня были фотографии плюс, кто-то что-то скидывал в чат, тоже свои заметки, по которым я также мог готовиться. Но я понял, что просто по конспекту начитывая, я нормально не подготовлюсь. Соответственно, я делал так называемые 3 итерации конспекта. Итерация конспекта первая. Это самый подробный, самый красивый, самый выверенный конспект, который прям со всеми стрелочками, подчеркиваниями, красивым почерком написан, прям эталонный конспект лекции, всех материалов, всех книг, всех авторов, всего, прям чтобы читать и глаза радовались. Вторая итерация конспекта уже более ужатая, то есть я смотрел на первую версию и переписывал на другой листок уже в свободном таком легком формате основные какие-то моменты. Что-то я опускал, что понимал, что тут можно целое предложение не писать, можно озадачиться одним словом. Что-то я упрощал, сокращал и так далее. В итоге вторая версия конспекта, она получалась суше, менее подробной, но при этом она не теряла самой ценности. В ней оставлялась такая прям полусухая, скажем так, выжимка. И финальная версия конспектов, она делалась уже ближе к дате экзамена, к дате пересдачи, так называемая шпаргалочная версия. Это прям самая сухая выжимка из всего курса. То есть я брал уже лист не А4, а А5. И в каждую клеточку, в каждую строчку, самым мелким шрифтом я прям у меня было спортивное соревнование с самим собой. Прям сжать по максимуму все термины, все концепты. Все, чтобы прям уместилось чуть ли там не на одну сторону. Допустим, у меня получалось где-то 1,5 листа, 1,5 страницы, опять. И мне по такому листочку было именно в день экзамена, условно говоря, за сутки до экзамена готовиться проще и психологически, потому что перед тобой не 5 листов А4, а всего 1 А5, даже не с 2 сторон полностью заполнены. И плюс я довольно нервный человек перед экзаменом, хотя по мне этого и не скажешь. Соответственно, просто знания не улетучивались. Ты постоянно быстро читал это все,
ты постоянно запоминал, и тебе не нужно было отвлекаться на длинные предложения и так далее. У тебя был просто термин, пояснение, там, если есть несколько терминов, как они разветвляются, как они соединяются между собой. Там буквально разделения были, какие-то выделения именно. Это то, что начинался новый вопрос, и фамилии, если на этом были акценты в вопросах, соответственно, на самом зачете или экзамене. Вот таким бесхитростным способом мне удалось улучшить все свои эвки до удовлетворительных результатов. К вопросу об эвках. Система оценок в Чехии за экзамены буквенная. Она начинается от буквы А, как наилучший результат, и заканчивается буквой F, как результат, который нужно пересдать. Кстати, F — это единственный результат, который нужно прям пересдать, потому что все остальные буквы помимо А, то есть это B, C, D, E, они являются как бы удовлетворительными. Знаешь, с этим связана одна забавная история. Я, по-моему, теорию коммуникации в первый раз написал на D, и я думал, что это неудовлетворительно. И пришел ее пересдавать в тот же день, что и теорию медиа. Я пришел, я уже написал полтора, получается, экзамена, и я узнаю, что мне не нужно было, собственно, пересдавать теорию коммуникации, я ее сдал на D. Каково же было мое удивление тогда. Ну, таким образом, я смог как раз теорию коммуникации чуть-чуть лучше понять во время переподготовки. Единственный предмет, который выбивается из этой плеяды зачетов и экзаменов, это предмет критическая теория, потому что по ней нужно было написать семинарскую работу и прийти на коллоквиум. На коллоквиуме, там, по-моему, у нас было 3 человека в группе в разные даты, и мы садились и просто обсуждали, кто что написал, во-первых, в зачетной работе, а во-вторых, почему выбрали такую тему семинарской работы, почему решили это рассказать, что на вас повлияло. У меня, например, была тема политические конфликты в политичном фильме, на примере фильма «Майор Гром». Потому что что еще я мог написать, как не про фильм про комиксов, потому что у меня, можете посмотреть, кстати, видеоролик по «Майору Грому», где я рассказывал, что получается политичный фильм чехвостили и правые, и левые. Я подумал, что это отличнейший пример для такого предмета, как критическая теория, потому что мы там разбираем как раз левые концепции в основном. Меня можно контратаковать следующим вопросом. А что в этой ситуации вообще хорошего? Ты тратил время, тратил силы, пока другие тусовались, отдыхали, ты сидел, приподготавливался ко всему этому, да, там мозоль себя заработал от переписывания конспектов, мысли у тебя постоянно роились из-за этого, ты не мог ни на что другое отвлекаться. Что вообще в этой ситуации хорошего? Опыт. И я пересмотрел свое отношение, в принципе, к экзаменам, к сессии, к конспектам, ко всему. Я уже говорил, что для меня получение высшего образования здесь, в Чехии, не является самоцелью. Для меня это лишь инструмент познакомиться со страной и получить опыт. И я получил действительно опыт и знания от предметов, которые я изучал с удовольствием в течение этого семестра. И также получил опыт от того, как проходит сессия, какие зачеты, какие экзамены, какие вопросы, как преподаватели относятся, как записываться, как подготавливаться ко всему этому, как идеально вести конспекты, потому что для меня вот сейчас вот эти конспекты, это, наверное, самые лучшие, которые я вообще когда-либо вел за все предметы, за все годы высшего образования. Мне стало просто легче относиться к этому. И я очень надеюсь, что мне удастся передать, во-первых, эту легкость отношения к зачетным и к сессиям вам, а в лучшем случае, конечно, передать это все потом своим детям, чтобы они уже не так беспокоились по этому поводу. Потому что я помню себя в бакалавриате, когда я проваливался, какая-то была нервотрепка. Это и нервотрепка, потому что ты сам себя загонял. Потом это с родителями все, и ты понимал, что ты тут провафлился, не доготовился и так далее. Причем это было по предметам даже, по которым мне банально было неинтересно учиться. Статистика, теория вероятности. Мне эти предметы никогда не были интересны. Я их никогда в последующей жизни не использовал. Здесь же, да, я провалился по, например, теории медиа или теории коммуникации, но мне было все равно интересно переподготовиться к ним, заново как-то освежить эти знания в голове. Потому что я могу потом, да, интересно поддержать беседу, что-то для себя новое узнать, что я пропустил во время лекции. То есть мне банально стало легче, проще, и от этого чуточку счастливее жить. Что ж, надеюсь, у меня без проблем получится отослать уже эту работу, чтобы мне ее зачли, и я избавился от всех хвостов за зимнюю сессию и спокойно вступил в летний семестр, который начнется через 1,5 недели. Так что до скорой встречи!